Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Джихан приходит в компанию и теряется в беспомощных мыслях. Ханчер же возвращается домой и испытывает такое же отчаяние. Бейза и Нусрет оказывают давление на Таяра и просят его как можно скорее найти Янчу. Когда выходит Таяр и Бейза говорит, что совсем не доверяет этому человеку, Нусрет говорит: «Не волнуйся, твой отец не наступит на старую доску, я отправил за ним человека». Ханчер говорит Ясемин: «Спасибо, сестра, ты все для нас сделала, но ни в коем случае». Затем, когда он говорит Джихану, что я сказала ему, что хочу жить с кем-то другим, Ясемин спрашивает: «Почему ты сказал такое?» И он говорит, что Ханчер еще не закончился, мы не можем расстаться. Он плачет, говоря, как я мог остаться, когда там был и Бейза, и как я мог не разлучить невиновного человека с его отцом. Когда Энгин приходит в компанию, он очень удивляется, обнаружив в офисе Джихана. Пока Джихан говорит ему, что мы оба подписали протокол вчера вечером, ты можешь забрать его из летнего домика, когда Джихан говорит: «Я так и думал», Джихан говорит: «Не думай об этом», Хансер торопится и уходит. Когда Бейза звонит сотрудничающей медсестре и хочет убедиться в ситуации, она не может с ним связаться. Когда Ясемин звонит ей, она спрашивает, узнала ли она, что я не беременна, и говорит, что есть проблемы с результатами крови и что ей нужно еще раз сдать кровь. Хоть Бейзе это и не нравится, ей приходится прийти сдать кровь. Когда он спрашивает, где медсестра, которая помогала брать кровь, он узнает, что она в отпуске и вернется завтра. Как раз в тот момент, когда я подумал, я скажу ему, чтобы он это изменил, приходит Ясемин и берет кровь у медсестры. На этот раз я попрошу, чтобы о Бейзе позаботились в другом центре, и я даже сдам кровь собственными руками, чтобы мы могли получить более здоровые результаты, верно говорит Бейза. Таяр Йонка тайно встречает его и сообщает, что купил билет, чтобы сбежать. Когда Джихан приходит в особняк, он встречает Мелиха, и когда тот спрашивает, где он оставил кинжал, они начинают драться, когда Мелих говорит, что он точно не расскажет. Пока женщины пытаются их разлучить, Бейза расстраивается, когда приходит и узнает, почему они ссорятся. Тем временем госпожа Мукаддер поднимается наверх по лестнице и кричит: «Хватит, не делайте этого больше, хватит», и заболевает. Джихан берет его на руки и укладывает спать. Когда госпожа Мукаддер говорит: «Я сделала это и разрушила твою жизнь», Джихан говорит: «Мы решили развестись вместе с Ханчером, это не твоя вина». Как раз в тот момент, когда Мукаддер Ханым собиралась поговорить о других вещах, Бейза отсылает ее и не дает им говорить, говоря: «Хватит, дайте ей немного отдохнуть, становится хуже, когда она видит вас». Когда госпожа Фадиме кричит на Мелиха: «Почему ты мешаешь замужней жене этого человека? Тебе решать, быть героем. Кто ты такой?» Мелих говорит: «Я не могу молчать о таких вещах, и я не хочу, чтобы моя семья работала в этом доме, собирайте вещи, мы уезжаем». Когда госпожа Фадиме говорит: «Вы всегда были такими, я не могла вас остановить. Они имеют право на каждый кусочек, который проходит в наше горло», Мелих говорит: «Вы получили это в обмен на свой труд. Я молчал годами, потому что ты был грустен и обеспокоен, теперь ты принес нам свою беду, Синим, а потом я столкнулся лицом к лицу с господином Джиханом, и он разозлился и сказал: «Когда ты поумнеешь, сын мой?» Айсу говорит: «Не бегай за Мелихом, что ты сделала, мама? Моя мама тебя так любит, что пожалела о твоих словах, как только ты ушел». Но Мелих очень расстроен, он велит мне позаботиться о маме и о себе и дать знать, если тебе что-нибудь понадобится, и уходит. Когда Гульсум видит, как она выходит из особняка, она бежит за ней и говорит: «Пойдем к другу, с которым я тебя познакомлю». Мелих оставляет ее, говоря: «Скажи этому другу, что мое сердце принадлежит кому-то другому, и попроси его найти кого-нибудь его возраста». Он понимает, что Гульсим любит Мелиха ради него самого, и называет Гульсим сестрой Гульсим. Мелих звонит Синим и говорит, что нам нужно встретиться, и что он отвезет дочь в парк, и что они смогут встретиться только там. Синим приходит в парк с дочерью, и после того, как Мелих некоторое время пообщается с ребенком, когда ее дочь идет к игрушкам, они начинают говорить о том, что произошло с Синим.
Когда Синим думает, что они сражаются за нее, Синим очень удивляется, когда Мелих говорит: «Я сражался из-за Гэжи Хансер». В ожидании Гэжи Бейза Мукаддер: «Посмотрите, в какую ложь вы меня втянули, ваш сын ссорится с Мелихом из-за женщины, которая изменила ему, потому что она внучка. Я вот что вам скажу, эта женщина нашла себе друга», — говорит он. Потом, когда вы говорите Гульсум, что впредь будете давать лекарства на это утро и вечер, женщина говорит, что Гульсум все равно не существует, я не могу так рисковать. Бейза говорит, что то, что ты знаешь и молчишь до сих пор, все равно тебя сожжет, делай, что я говорю, и выходит из комнаты. Синим злится и оставляет Мелиха, говоря: «Тебе следует подумать обо мне, ты должен помнить, что есть кто-то, кто зависит от тебя, прежде чем ты все уничтожишь». Он звонит Энгину Ханчеру и сообщает, что выдвинул дело на рассмотрение, и что оно будет завершено за одно заседание рано утром. Пока Хансер рассказывает Есемин о том, что произошло, Есемин говорит: «Завтра будет прекрасный день, вы не будете разлучены, все будет прекрасно, мне просто так хочется». Кинжал вытаскивается, и я могу немного пройти. Когда Энгин звонит Джихану и сообщает ему ту же информацию, Джихан говорит, что будет в здании суда утром. Когда мастер Хансер приходит к мастеру Хансеру и спрашивает: «Как мы можем узнать, принимаю ли я неправильные решения, как мы можем узнать, какое решение правильное?» Мастер говорит: «Понятно, вы начали с трудного места, этот разговор будет успешным, продержится долго, приготовь кофе и давай поговорим». Когда Хансер идет варить кофе, в кухонную дверь стучат, и это Джихан. Когда он слышит звук кинжала, он задается вопросом, где его спрятать. Пока Джемиль и Дерья говорят о Ханчере, приходит Йонка и сообщает им, что уезжает завтра. «Джемиль, я не смог позаботиться о своем брате, по крайней мере, он выйдет, и мы сможем быть тебе полезны». «Джихан, я принял решение, но не знаю, правильное оно или неправильное. Если бы я только знал, что для меня хорошо. Когда я говорю «долг мастера» — делать все, что он должен сделать. Если слуге предстоит усвоить урок, дороги будут закрыты, и он попадет в беду. Если вы можете сказать, что Бог знает, что для вас лучше, что у вас на сердце, лицо Джихана вымкнется, когда Хансер издаст шум из кухни. Учитель говорит, что смерть раз в день называется феркат. Джихан приходит к выводу, что смерть неизбежна, судьба, все произойдет. Он встает, зовет на кухню и говорит: «Если будет воссоединение, если будет разлука, то разлука». Отправив мастера Джихана, они взвесили смерть и разлуку, и когда он сказал, что разлука – это слишком много на 50 граммов, Хансер громко заплакал. Когда Бейза подходит к медсестре и просит ее еще раз сменить кровь, медсестра говорит, что она больше не будет там работать. Когда Бейза предложил еще денег, медсестра сказала: «Я никогда больше не буду делать ничего подобного из-за денег, я сохраню вашу тайну, но не ждите от меня ничего другого», и Бейза в панике повесила трубку и упала на телефон. Земля. На этот раз в дверь Усты стучится Джемиль. Когда хозяин говорит: «Сегодня вечером сюда придут все», сначала Хансер, а затем Джихан, Джемиль злится и спрашивает, не отказался ли он еще от погони за моим братом. Мастер говорит, что они ничего не знают друг о друге, но им обоим очень грустно. Когда Джемил снова говорит о своем гневе, мастер говорит, что хватит, Джемил, иди и позаботься о своем брате. Ханчер сообщает Есемин новости по дороге в суд, но говорит, что приедет сразу. Есемин говорит, что я приду, пока все не закончилось, я должна прийти, если бы это не было очень важно, я бы не оставила тебя одну. Джихан говорит: «Послушай, ты молился, чтобы это закончилось, все кончено, я собираюсь развестись с Ханчером, пусть моя работа будет сделана, я приду прямо сейчас». Леди Мукаддер не хочет, чтобы он уходил, и они говорят с ним, чтобы он не уходил. Бейза, с другой стороны, крайне запаниковала и говорит: «Я ждала этого дня несколько месяцев, посмотрите, в какой ситуации я нахожусь, и ее уход так же проклят, как и ее». Бейза хочет связаться с Есемин, но не может с ней связаться. Она узнает номер лаборатории и говорит, что хочет узнать результаты. Когда приходит номер, он сразу звонит, но говорит, что так как он частный, мы перешлем вашу информацию врачу, и вы узнаете у него. Пока Джихан и Энгин ждут, когда Энгин спрашивает, стоит ли нам позвонить, Джихан говорит, приедет он или нет.
В этот момент приходит Хансер и садится перед ним. Они оба смотрят на свои кольца, Хансер плачет. Есемин звонит своему брату Энгину и спрашивает, началось ли слушание, и вешает трубку, говоря, надеюсь, я успею успеть до его начала. Затем, когда Есемин получает результаты в виде сообщения, становится ясно, что Бейза не беременна. И Белетер приглашает Джихана и Ханшера внутрь. Они оба на мгновение боятся разлуки и смотрят друг на друга со слезами на глазах. Есемин немедленно звонит Энгину, но Энгин не отвечает. Они еще даже не вошли, когда Есемин открыла дверь, думая, что я все-таки буду там, и собралась уходить, как увидела в дверях Бейзу. Когда Бейза спрашивает, собирается ли она куда-нибудь, Есемин хочет сначала закрыть это, но Бейза блокирует это и входит. Он спрашивает, я проделал весь этот путь, можешь предложить мне утренний кофе? Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.